Пекучее солнце висело над пыльной равниной Аризоны, когда ковбой по имени Клайд Роуч вышел из салуна. Его сапоги сверкали, как зеркала, а шляпа стоила дороже, чем годовая зарплата фермера. Он любил, чтобы все вокруг знали: он богат, влиятелен и может делать, что захочет. На краю города стояла молодая женщина, апачка по имени Мейтона. После смерти мужа она жила тихо, продавала амулеты и лекарства из трав. Люди уважали ее, но держались настороженно. Кровь индейцев вызывала у белых страх и презрение. Клайд увидел ее, когда та проходила по улице с корзиной в руках. «Эй, дикарка!» — ухмыльнулся он. «Что прячешь там, змей или проклятие?» Она не ответила, лишь посмотрела прямо ему в глаза, спокойно, но холодно. И это вывело его из себя. Клайд подошел ближе, сделал вид, будто хочет рассмотреть ее товары, а потом внезапно пнул ее корзину ногой. Корзина упала, травы рассыпались по пыли, а Мейтона сама едва не упала. Толпа засмеялась. Клайд широко улыбнулся, наслаждаясь моментом. «Учись уважать белых, ведьма», — бросил он и пошел прочь. Никто не вмешался. Только старый торговец тихо помог женщине собрать травы. Мейтона молча подняла глаза к небу. В ее взгляде не было ни слез, ни страха, только ледяная решимость. Прошла неделя. Клайд стал жаловаться на странные сны. Ему мерещились черные вороны и женский шепот у уха. Сначала он смеялся, пил, играл в карты, хвастался, что ему снятся духи, которых он сам победит. Но потом лошади стали пугаться, как только он приближался. Зеркала трескались без причины. В ночь, когда над городом поднялась пыльная буря, Клайд проснулся от звука, тихий свист за окном. Он схватил револьвер, выглянул и увидел женщину в плаще, стоящую прямо в вихре песка. Ее глаза светились, как угли. «Ты хотел забавы, белый человек», — прошептала она. «Теперь играй». Наутро буря стихла. Люди нашли Клайда в его доме, живого, но поседевшего, с глазами полными ужаса. Он не мог произнести ни слова, только шептал. Она вернулась. Мейтона больше никто не видел. Говорили, она ушла в горы, где покоятся духи ее народа. А некоторые клялись, что в бурю слышали женский голос, тихий, как ветер, но полон силы. С тех пор ни один ковбой не посмел оскорбить женщину из племени апачей, потому что все знали, ее ярость может быть страшнее любой пули.